Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 27 мая по 2 июня. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты для вашего знака зодиака. Или какой видит неделю карты Таро. И, конечно, я всегда говорю, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но вы люди очень интуитивные. И я надеюсь, какой-то пазл для вас сложится, потому что наша жизнь? Игра, с одной стороны. И нет ничего определенного. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Но я надеюсь. И, кстати, мои дорогие, для вас наступает прекрасное время, когда ваши вот эти способности к эзотерике, или когда вы прежде не пользовались, может быть, даже интуицией собственной, а здесь вы ее можете как-то филигранно развить до какого-то высочайшего мастерства. Но у вас выпадает паш чаш, главное не замечтаться. Это позитивные энергии, хорошее настроение. Но в чем подвох? Когда мы чересчур в чем-то самоуверены, это прекрасное качество, но иногда оно перетекает в самонадеянность. И тогда мы можем не заметить подвоха. Прекрасная карта хорошего настроения, повторяюсь. Но у нас есть в уголке Хрюша, я надеюсь, это видно. И почему-то она с крыльями. Мы знаем, свиньи не летают, поэтому не наделяйте некоторых людей теми качествами, коих они не имеют. Может быть, для кого-то это подсказка, быть реалистом. Хотя настроение будет вас звать на какие-то подвиги, может быть и так. Или приглашать к тому, чтобы расслабиться. Ну, значит, если это отдых, релакс, это хорошо. Но если что-то чересчур, то это уже не гуд. Итак, смотрим. Что для вас, мои дорогие скорпионы? Что важно знать? Или каковы энергии, которые для вас будут проигрываться на неделе более активно? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время? Какие энергии могут помешать? А что вам будет помогать? Что вас будет радовать, мои дорогие скорпионы? Что скрыто? Может быть, чего-то вы не замечаете или кто-либо скрывает. И по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, опять же, энергетику смотрим. Финансы, личная жизнь. Что же для вас? Рыцарь мечей. Правда, ничего, кроме правды. Мы можем по этой карте, увы, столкнуться с проверяющими или с людьми, которые наделены сложным характером. Есть такое значение, пусть не в этой колоде. Рыцарь мечей – это бунтарь без причины. Когда врывается буквально в нашу жизнь человек, который нам пытается что-то доказать. Или, кстати, проходят люди с пафосом, которые нам представляют какой-то проект или продвижение того или иного дела, или вложение денег, кстати, почему нет, как выигрышный вариант, а на самом деле истина где-то рядом. И вот по этой карте мы ищем правду, и мы ее находим. Может быть, для вас конкретно нам карта говорит, придется куда-то срочно собраться, подпоясаться, отправиться с недолгими сборами. Это может быть и человек, который к вам приезжает, тоже такое может проигрываться. И тогда быть реалистами. Вот в этом направлении нас призывает карта. И если вы сталкиваетесь с теми вопросами, которые для вас непонятные, обратитесь к юристу, если это как-то завязано с юриспруденцией или законами. Узнайте, как по данному вопросу работает в отношении вас закон. Или перед тем, как соглашаться на что-то, может быть, тоже следует прояснить. Или какие-то вопросы вам придется решать, они в ваши планы не входили, а здесь это произойдет, и действительно переключиться на какую-то сферу деятельности вам придется. Или это известие само по себе приходит от конкретного человека, что нужно вам куда-то отправиться, потому что именно в другой местности вы можете как-то решить вопрос или положительно, или узнать какие-то детали, и для этого будет необходимо осуществить поездку. Вот какие-то такие реалистичные более чем энергии. Неожиданности, а вот победа, чем вы тут не занимались, мои дорогие скорпионы, шестерка жезлов. Для кого-то из вас это
вы получите важный, может быть, документ, который будет свидетельствовать, что один вопрос вы закрыли. Или по этой карте получите согласие, или, ну, тут больше, конечно, по шестерке жезлов дела, работа, бизнес и деньги. Тем не менее, кто-то может решить вопросы по финансам, может быть, закрыть какую-то финансовую тему, но есть победа в неожиданностях, мои дорогие скорпионы. Ну, как минимум, одно известие, которое вас будет радовать, то как раз которое и вдохновляет, и создает хорошее настроение. Чему сейчас не время? С собой рисковать, колесо фортуны. Быть уверенным в собственных силах. Это хорошо. Это все то, что по рыцарю чаш мы с вами говорили. Когда не должна самоуверенность перетекать в самонадеянность. И вам, может быть, захочется, потому что вы уверены в собственных силах. Или получаете известие, что сейчас у вас какой-то проект продвигается. Для кого-то возможность получить должность. Или вы ее уже получаете. Или осуществляете, повторяюсь, какой-то проект. Есть что-то хорошее. И хочется рискнуть. А карта говорит, нет, не время балансировать на цыпочках на вращающемся колесе фортуны. Фортуна, она очень зыбка. И если тебя колесо это подняло наверх, оно в любой момент будет опускаться вниз. Тут, наоборот, надо себя сохранять. Это старший аркан. Вы можете столкнуться... Вот у вас сильная позиция, нам об этом говорят карты, да? Или есть возможность что-то осуществить, согласовать, вот все, любое ваше направление или в какой-то из сфер жизни вы можете сделать для себя со знаком плюс. Но не забывать, наверное, о том, что есть еще обстоятельства. И вот как раз это обстоятельство по колесу фортуны. Это старший аркан. Это то, на что мы не влияем. Это могут быть люди, это могут быть обстоятельства непреодолимой силы, смотря кто меня из какой страны смотрит. Так вот, не думать, что вокруг вас обстановка не будет меняться, и поэтому себя сохранять. И карта-то шестерка жезлов, о чем нам говорит? Да, победа есть, но это 50%. Остальные 50% успеха все сохранить тоже. Что вам помогает? Деньги помогают, в деньгах победа, успешно закрыть какой-то финансовый вопрос. Или, может быть, это согласование в налоговом, может быть, подача декларации, период такой. Или для кого-то из вас решение вопроса, правда, с банками вы что-то. Как можете закрыть кредит, так можете и открыть ипотеку, ну тогда, к примеру, ипотеку, просчитать все. Ну, шестерка пентаклей, тут вам и пространство помогает. Вообще нам больше говорят о том, что и деньги сохранять тоже. И это вам помогает. Не вложить куда-то в деньги вам помогает. Не дать денег в долг. Это тоже помогает, потому что, помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. По этой карте тоже есть. Но если для вас нужна какая-то сумма энная, у вас будет тот человек, который к вам придет на помощь. Но мы больше кумулируем, понимаете, мы не рискуем, не транжирим, даже если очень хочется что-то приобрести, как будто не время на этой неделе. Может быть, деньги вам понадобятся для чего-то другого. Да, вам действительно могут понадобиться деньги для чего-то другого, и вы пока это не видите. Причем это другое, то, что для вас будет как марафонский забег, что-то очень хорошее, доброе, светлое, с продолжительным периодом и геометрической прогрессией в деньгах. По этой карте мы готовы учиться. По этой карте нам вообще говорят не риск, а приготовься к искусству мелких шагов и вниманию к деталям. Что-то вы не должны пропустить на этой неделе, и тогда для себя очень удачный фарватер жизни на длительный, как я сказала, период времени вы можете заложить. Это может касаться как получения новой должности или реорганизация вашего дела, вашего бизнеса. Когда вы, может быть, будете изучать по рыцарю Пентакли, ведь это какое-то начало еще только идет. Так вот, вы можете изучать новое направление по части заработков, денег, к чему-то приступать. И в последующем не бросайте это. Кто знает, может быть, потом для вас это будет очень перспективный проект по части финансов. Здесь у вас финансы, ну, может быть, и работа или ваша занятость на этой неделе на первом месте, сказала бы так. Дела, работа, бизнес и все то, что я сказала, по рыцарю Пентаклей, паш Пентаклей и еще более мелкая карта. Когда мы действительно чему-то учимся.
Учимся по-новому зарабатывать деньги в связи с изменившимися условиями, событиями, обстоятельствами. Кто-то крипту, может быть, изучает буквально с нуля или трейдингом собирается заниматься. Ну, у каждого здесь по-своему. Да, может получиться что-то у вас на первых порах. И, может быть, кстати, по части трейдинга захочется вложить большую сумму. Нет. Выделите для себя какое-то энное количество финансов, которые будут участвовать в вашем обороте. Не рискуйте собой. Может быть, кому-то это и надо услышать. Вам еще многое предстоит узнать. А для кого-то из вас это предложение новой должности, новые, опять же, возможности. И нужно все просчитать. И, повторяюсь, искусство мелких шагов. Все то, что касается дела, работы, бизнес и все же деньги. Что же деньги сами по себе? Туз жезлов, какое-то решение. Ох, вас тут, мои дорогие скорпионы, либо что-то купить может, знаете, подталкивать, либо куда-то потратить деньги. Или, знаете, вот какое-то внутреннее чувство вас как будто подгонять может. Ну, давай быстрее, иначе ты упустишь время. А нам говорят, да нет, ты тут лучше все сохраняй, время ты не упустишь. Посмотрите, какие все карты неспешные. А как раз торопливость по колесу фортуны в позиции, чему сейчас не время. Да, вам придется в чем-то проучаствовать. Может быть, на что-то откликнуться, кому-то не сказать «нет», но и не сказать «да». Может быть, придется быть магом и волшебником, и у вас получится, чтобы какую-то нейтральную позицию сохранять. Пока обстановка определится, пока обстоятельства как-то выровняются, или пока вы что-то просчитаете, мои дорогие. Нет места импульсу, хотя импульс у вас будет по части финансов. Личная жизнь. Ну и вот так вот, как девушка в гнездышке свернулась калачиком и просто никого не хочет ни видеть, ни слышать. Нет места апатии, мои дорогие. По четверке мечей мы складываем оружие. Но какая-то история у вас, безусловно, подходит к концу. И первое, что нам говорят, оставь прошлое. Или какая-то прежняя ситуация, когда мы должны избавиться в первую очередь от ментального мусора, привести мысли в порядок. И значит, по части вашей личной жизни тоже стоит быть реалистом и привести мысли в порядок. Тут у вас на кону что-то доброе, хорошее, хотя кто-то будет как раз продумывать ту ситуацию по деньгам, по работе, о которой я говорила. Но, правда, вам неторопливость помогает. Когда вы лучше куда-то не поспешите, чем согласитесь на какой-то проект, а потом, кстати, по рыцарю мечей, мы действительно можем оказаться один на один с обстоятельствами, когда нам придется выруливать, разруливать какую-то ситуацию. Или для кого-то из вас юридическая какая-то ответственность может тоже наступить. Не рискуйте собой. Правда, тут по четверке мечей мы, как я уже сказала, складываем оружие. Мы в чем-то либо отказываемся, либо мы отступаем полшага назад, и мы должны что-то просчитать. Личная жизнь не всегда про любовь нам говорят. Может быть, для кого-то это сопряжено с решениями вопросов вашей семьи, пары и принятием важного решения. И тогда, мои дорогие скорпионы, тут вы тоже должны Соломоново решение какое-то принять. Нам не говорят, это неплохо и нехорошо. И потом четверка – это всегда как стабильность, и мы ее должны удерживать. Вот, наверное, как вот эту победу, я сказала, 50% дальнейшего успеха, когда мы удерживаем собственные позиции. Может быть, вопросы у вас пересекутся, мои дорогие скорпионы, как и в личной жизни, как и в финансах, так и в каком-то графике работы или в ваших намерениях что-то изменить по части вашей занятости. И вам, повторяюсь, придется вот это самое сложное Соломоново решение принимать, и не должно быть какого-то проигрыша. И с одной стороны, мы не можем кому-то сказать «да» раньше времени. С другой стороны, мы не можем от чего-то отказаться. Поэтому будьте магами, волшебниками. Может быть и правда, балансировать придется. И какую-то такую среднюю арифметическую ситуацию или, допустим, выстроить отношения, когда ни да, ни нет. Быть серым кардиналом, одним словом, на этой неделе. Потому что и самому надо определиться, и просчитать что-то нужно. И вокруг еще пока нет конкретной ясности, и рисковать собой нельзя. Вот как-то так. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.